Когда речь заходит о контроле армии, эту фразу вы слышите чаще всего. Оверлорды, они же надзиратели, являются критически важной веткой в командной структуре роя, поскольку непосредственно передают команды церебралов либо матерей стай рядовым единицам зергов прямо на поле боя. Они этакие ретрансляторы воли владыки роя. Благодаря им сохраняется порядок и скоординированность действий в зерговской армии. Но эти летающие воздушные шарики запомнились не только этим. Надзиратели выполняют еще ряд важнейших функций, среди которых переброска наземных пород зергов, осуществление разведки, подготовка плацдарма для новой базы и так далее. Их все мы, конечно, рассмотрим в этом ролике. А пока идет заставка, проверьте, подписаны ли на канал, активирован ли колокольчик, ну и можете авансом поставить лайк. Выпуск будет интересным, обещаю. По традиции свое повествование начну с истории происхождения этого штамма зергов, а свой род надзиратели берут с космоплавающих полуразумных существ, известных как Гаргантис Проксима. Это были крупные, можно даже сказать гигантские существа, ведущие миролюбивый способ существования. Они были травоядными, не проявляли особых признаков агрессии, а скорее наоборот были излишне сентиментальными. Да, Гаргантис Проксима являлись самыми настоящими эмпатами и имели сильную эмоциональную привязанность к своей общине. Когда кто-то из их сородичей погибал, другие члены тяжело переживали эту утрату. Это также обуславливалось и длительным жизненным циклом гигантов. Они были способны жить веками, возможно даже тысячелетиями. За такой продолжительный период привязанность только усиливалась. Кроме этого, Гаргантис Проксима были весьма неплохими псиониками и свои псионные способности активно использовали для общения. Их язык включал манипуляции с цветом, мыслями и движениями щупалец. Скорбящие гиганты меняли цвет своего наружного панциря, и многие ученые полагают, что его цвет зависел от состава атмосферы той планеты, где они находились. Что касается встречи Гаргантис Проксима с Роем, то здесь весьма интересная ситуация. Согласно мануалу к первой части Старкрафта, зерги, еще будучи на Зерусе, выстраивали свою командную структуру под неустанным контролем сверхразума. Он для лучшего управления роем создал наместников, известных как церебралы, а те в свою очередь стали для передачи своих команд использовать другие штаммы, а именно для эффективного управления ульями – королев, а для выполнения приказов на поле боя – надзирателей. В мануале также указано, что генетическими предками надзирателей выступают те самые Гаргантис Проксима. И исходя из этого, ранее предполагалось, что скорее всего Зерус как раз и был родиной гигантов. Они – одна из форм жизни на планете, которую поглотил Рой в своей неуемной жажде к доминированию. Но позже, в 2013 году, вышел рассказ Гевина Файри под названием «Просто надзиратель», и в нем автор более подробно описал оригинс гигантов, кем они были до ассимиляции, особенности их поведения и жизни. И собственно в этом рассказе упоминалось о древних родных мирах, в множественном числе. И это очень важно, поскольку даже в русской локализации есть огрехи. Там указана древняя родина, что можно интерпретировать как одну планету и получить неправильное представление. То, что они травоядные, тоже указано в этом рассказе, и они столкнулись с голодом, по крайней мере их молодое потомство. Страх одолел гигантов, и они в поиске помощи воззвали к Рою. Они добровольно приняли ассимиляцию, чтобы выжить. Это ключевой момент, поскольку до этого все известные виды подвергались ей лишь принудительно. В то же время в рассказе нет никаких данных о Зерусе и о том, как собственно происходил процесс ассимиляции и где. Если же всю эту информацию из рассказа и мануала к первой части Старкрафта объединить, то получается следующее. У Гаргантис Проксима было множество родных миров, где они проживали. Зерус в это число, однако, не входил, поскольку на тот период времени не изобиловал растительностью, а был пепельным лавовым миром. Соответственно, гиганты были здесь лишь пролетом. Их молодое потомство столкнулось с голодом, и скорее всего они как раз скитались от планеты к планете, чтобы справиться с этой проблемой.
Приблизившись к Зерусу, между ними и сверхразумом установилась псионная связь, в процессе которой Гаргантис Проксима взмолили о помощи, и владыка Роя, вероятно, пообещал им сытую жизнь в обмен на подчинение. Гиганты, прибывшие на планету, добровольно приняли ассимиляцию, чтобы выжить. В свою очередь, зерги были настолько впечатлены псионикой и функциональными возможностями существ, что практически ничего не стали менять в их геноме. Плотный панцирь, позволяющий комфортно выживать в космосе, чувствительные придатки, обеспечивающие гигантов обилием сенсорной информации, ну и само собой телепатия, что стало ключевым элементом, позволившим зергам эффективно передавать команды каждой особи даже на огромное расстояние. Гаргантис Проксима, сами того не ведая, не просто превратились в рабов Роя, а полноценно потеряли свои личности, став лишь бездушными марионетками прожорливой расы, сделав ее в сотни, если не тысячи раз смертоноснее. Теперь, что касается строения существа. Данных о их размерах на период Первой Великой войны не сохранилось, но думаю, они не сильно отличаются от параметров эпохи Второй войны. А здесь, благодаря полевому руководству морпехов, мы можем высчитать габариты. В среднем оверлорды примерно 20 метров в длину, 10 метров в ширину и около 36 метров в высоту, с учетом отростков, шипов и конечностей. Если брать без них, то туловище будет в высоту около 12 метров. Удлиненные придатки, свисающие с брюха Гаргантис Проксима, эволюционировали в систему микроволокон, собирающих сенсорную и пространственную информацию посредством прерывистых импульсов, которые затем передаются в центральную нервную систему надзирателя. Все собранные данные обрабатываются так же быстро, как и поступают, что позволяет этим летающим здоровякам ориентироваться в любой среде и передавать тактические данные Рою. Уже предвижу ваш вопрос, как в случае с муталисками, а могут ли надзиратели садиться на Землю и ползать по ней? Отвечу, как и перед этим в комментариях про муту. Таких зафиксированных данных, по крайней мере мне, не попадалось. Имеющиеся сведения, что о надзирателях, что о Гаргантис Проксима, говорят о том, что они парят в атмосфере. Да, у них есть механизм, который позволяет менять высоту полета, о нем мы поговорим позже. И, возможно, чисто технически они способны даже полностью опустошать свои резервуары с газом, чтобы садиться на поверхность. Но вот только об этом нигде не упоминается. Оверлорды, как правило, падают на Землю только когда их собьют или убьют. А потому конечности, свисающие с брюха, выполняют не опорно-двигательную, а именно сенсорную функцию. Что касается массивных передних лап, напоминающих клешни краба, то о них вообще нет информации. Вот серьезно, сколько не искал, не нашел. Но могу предположить, что они остались как рудимент от Гаргантис Проксима, и вероятно гиганты использовали их, чтобы срезать кроны деревьев, ветви и крупную листву для питания. Возможно, еще перевозили с места на место кладку яиц или что-то в этом роде. Какую функцию они сейчас выполняют в Рое, сказать сложно. В качестве оружия они их не используют. Надзиратели вообще один из самых безобидных в этом плане штаммов зергов. Для транспортировки боевых единиц не очень практично, но возможно. Хотя много зергов в такую охапку не наберешь. Для транспортировки они все же используют внутренние полости. Вопрос остается открытым, так что свои предположения можете оставлять в комментариях. Обсудим. Самой главной фишкой надзирателей является их разветвленная нервная система, и важнейшую функцию, конечно же, выполняет головной мозг. Он внушительного размера, состоит из миллионов нервных клеток и синаптических связей, позволяющих оперативно обрабатывать информацию и также быстро доносить команды отдельным единицам Роя. Для выполнения этой функции от мозга отходит густая сеть нервных узлов и рецепторов, в большей мере сконцентрированных в нижней части туловища и лапах. Для предотвращения физических повреждений мозг надежно защищен костно-хрящевым кожухом, как, впрочем, и остальное тело гиганта, не считая резервуаров с гелием. Гаргантис Проксима были космоплавающими существами, хорошо адаптированными к вакууму, и их плотные наружные покровы особо не требовали какой-либо доработки, а потому у надзирателей этот прочный панцирь практически не изменился. В книге Тензил Нага упоминается, что их экзоскелет способен выдержать даже удар молнии.
При входе в космическое пространство панцирь надзирателя герметизируется. Этот процесс, как установили ученые, гигантам помогает регулировать два неопознанных симбиотических организма. Проблема в том, что ученым Доминиона никак не удается получить жизнеспособные образцы. Эти организмы погибают за считанные секунды всякий раз, когда их отделяют от своего хозяина-носителя. Теперь, что касается полетов. В этом оверлордам помогает уникальная дыхательная система, расположенная вдоль всего панциря. В процессе метаболизма у существа вырабатывается обильное количество гелия, который либо накапливается в толстых мембранных мешках, либо выталкивается наружу, за счет чего надзиратели могут контролировать высоту своего полета и направление движения по своему усмотрению. Хотя скоростные характеристики в базовой форме у них не впечатляющие, но с соответствующей мутацией, облегчающей панцирь, они способны многократно их поднять. Также весьма малоизвестным фактом является то, что надзиратели для более точных передвижений дополнительно задействуют псионику, а именно слабое телекинетическое поле для создания подъемной силы, разворота, ну и дополнительной скорости в движении. Данный вопрос поднимался в беседе с разработчиками. Еще одной уникальной способностью оверлордов являются их адаптивные органы. О чем речь, собственно? Дело в том, что к событиям Второй Великой войны надзиратели научились производить слизь. Это и подпитка боевых единиц на поле боя, так как зерги лучше регенерируют и быстрее двигаются по слизи, и подготовка плацдарма для развертывания базы, установки тех же защитных структур вроде плеточников и споровиков. Собственно, процесс выработки слизи связан с разжижением внутренних органов надзирателей. Слизь хранится во множестве полостей возле головы, и при необходимости гигант способен мгновенно высвободить ее наружу. Также этот процесс используется, если нужно освободить дополнительное место для транспортировки других зергов. Ну и, скажем так, постоянно без органов они тоже находиться не могут, поэтому повторно способны их отращивать. Но не только отращивать, а и адаптировать для выживания в неблагоприятных условиях. Точных данных нет, но могу предположить, что у них, как и у ультралисков, имеется система дублирующих органов, берущих на себя функции в случае отказа основных. Еще больше подробностей удалось установить в ходе исследований и экспериментов, проведенных в рамках проекта Blackstone. Император Менгск собрал лучших ученых и ксенобиологов со всего сектора, чтобы они скоординированно, объединив усилия, смогли выяснить, какие наиболее слабые и уязвимые места имеют зерги и протоссы. Что касается надзирателей, ученые более детально изучили их нервную систему. Она была идеально сконструирована, чтобы передавать псионную энергию. Более того, эта способность была настолько развита, что не имела себе равных среди всех известных тиранам вариантов. И чтобы сохранить эту способность, зерги изменили только неврологически слабые части Гаргантис Проксима, включая небольшие изменения панциря и легочных камер. В результате генетическая матрица оверлорда оказалась нетипично однородной, более чем на 90%. Доктор Таллен Айерс выдвинул две теории относительно причин такого расклада. Первая заключалась в том, что зерги просто везунчики. Те качества, которые были присущи исходному виду, полностью соответствовали биологической нише, которую надзиратель должен был занять среди зергов. Следовательно, потребовалось внести лишь незначительные минорные изменения. Для Роя это был настоящий подарок. Вторая же версия предусматривала, что зерги не хотят слишком сильно вмешиваться в устройство организмов, обладающих псионными возможностями. Они понимают, насколько хрупкой может быть псионная структура, и что даже самые незначительные мутации легко могут ее уничтожить. Сам доктор Айерс склонялся именно к этому варианту. Еще более шокирующим стало открытие, что такие слабые генетические изменения, внесенные Роем, позволили сохранить воспоминания о Гаргантис Проксима. Да, они подавляются коллективным разумом зергов, но структура мозга не нарушена, воспоминания остались нетронутыми, в полной сохранности. И при потере контроля со стороны церебрала или матери стаи, или же в целом владыки Роя, будь то сверхразум или Керриган, надзиратель может даже частично или полностью вернуть свою личность. Среди диких надзирателей встречаются такие, про которых можно сказать, что они пробудились от долгого зерговского сна. В частности, именно такой вариант описан в рассказе «Просто надзиратель». Мы еще будем к нему возвращаться, когда затронем тему об уникальных особях.
Единственное, здесь сложно наверняка сказать, являются ли эти экземпляры достаточно древними, то есть еще с эпохи нахождения Роя на Зерусе, которые застали процесс ассимиляции и которые буквально помнят свою жизнь до вступления в Рой, либо же здесь срабатывает так называемая генетическая память, то есть особи помнят некоторые события, но это как обрывки из прошлой жизни. То есть воспоминания, принадлежащие не конкретно им как индивидам и личностям, а скорее как воспоминания биологического вида, включая память предков. Учитывая, что Гаргантис Проксима псионики и сильные эмпаты, вполне возможно, что именно второй вариант имел место, и они способны хранить свои воспоминания в генетическом коде, как файлы на жестком диске. В отличие от большинства других штаммов зергов, надзиратели обладают расширенной возможностью действовать по собственному усмотрению, хотя их гибкость мышления все еще сильно ограничена и не способна составить конкуренцию тому же Церебралу или Матери Стаи. Оверлорды обычно только передают приказы. Технически они способны напрямую контролировать низших зергов, но это дается им с огромными трудностями и усилиями. Как правило, в составе Роя таких задач перед ними не ставится. Надзиратели довольно послушные. В случае, если королевы не справляются, надзирателям может передаваться часть функций по уходу за подрастающими личинками и контроль за развитием рабочих, который осуществляется посредством своего рода инстинктивной телепатии. Также оверлорды способны передавать мысли и концепции, включая полные предложения, более высокопоставленным зергам. После поражения Керриган на Чаре в 2504 году некоторые надзиратели пытались сформировать группы организованных зергов таким же образом, как Матери Стаи. И особо интеллектуальным, вроде того, что встречается в рассказе «Просто надзиратель», даже удалось создать нечто вроде собственной мини-стаи. Но это единичные случаи. Все же большинство оверлордов деградировало до дикого состояния, подобно другим зергам, бездумно блуждая по опустошенным мирам. Теперь поговорим о мутациях. Их не так много, как у остальных штаммов, сказывается и генетическое постоянство надзирателя, но все же они имеются, так как даже такое существо иногда нужно приспосабливать и адаптировать к конкретным задачам на поле боя. Самое базовое улучшение разрабатывается, конечно же, нет, не в эволюционной камере, а в шпиле, либо шпиле величия, так как оверлорд у нас летающая боевая единица. И речь идет, конечно же, о панцире зергов. У надзирателей он и так плотный, но дополнительные укрепляющие пластины, снижающие прямой урон, никогда не будут лишними. Особенно если учитывать, что гигант не просто юнит, а полноценный руководящий узел, утрата которого, как и процесс замены, может стоить зергам очень дорого. Но не забываем, что одной из его функций является транспортировка. Если надзирателя уничтожат где-нибудь в космическом пространстве, то прощайте все те наземные юниты, которые перевозились в его утробе. Ну и раз уж мы заговорили о перевозке, мутация, позволяющая оверлордам отрастить брюшные мешки, доступна лишь по достижению основным строением статуса логова или улья. То есть к этому моменту база зергов должна хоть немного развиться. Само собой, надзиратель не резиновый, место в его внутренних полостях тоже ограничено, а потому крупные боевые единицы вроде ультралисков он способен брать в ограниченном количестве. Тех же гидролисков или зерглингов, разумеется, в разы больше. Для дополнительного увеличения вместительности, как уже упоминалось ранее, надзиратели способны разжижать свои внутренние органы. Параллельно при этом вырабатывается слизь. Но такой апгрейд поступил в арсенал лишь к периоду Второй войны. Герметичный панцирь и наружные покровы позволяют боевым единицам внутри надзирателя прекрасно выдерживать космические перелеты. Насколько комфортны там условия сказать сложно, сам не летал, но по крайней мере зерги остаются живы и, как показала практика, не теряют свою боеспособность. Еще одна мутация под названием «облегченный панцирь» призвана решить одну из основных проблем надзирателей, а именно их излишнюю медлительность и неповоротливость. А это им досталось в наследство от Гаргантис Проксима. Эти существа никуда не спешили, их жизненный цикл очень долгий, и метаболизм соответственно тоже замедлен. Да и исходя из их стиля жизни, скорее всего надобности от кого-то убегать или кого-то догонять у них не было. Сейчас же ситуация изменилась. Зерги очень проворны,
и такие же требования выдвигаются надзирателям. Вопрос в том, почему столь важная мутация не была закреплена на базовом уровне, чтобы не приходилось каждый раз развивать ее через улей. Но скорее всего, опять же, страх ненароком нарушить хрупкую генетическую структуру псиоников. Возможно, не все особи одинаково реагируют на такую мутацию. Где-то удачно, где-то не очень. И в случае провала жертвовать одним ульем будет не так критично, как потом перестраивать всю генетическую цепочку и обновлять банк данных ДНК Роя, ставя под угрозу функционирование всей командной структуры зергов. Ну и четвертая мутация направлена на усовершенствование сенсорики надзирателей. Это она только называется «развить усики». Там не только усики обновляются, но и в целом придатки Оверлорда, повышая чувствительность существа до фантастических показателей. Ведь не стоит забывать, что еще одной функцией надзирателей является разведывательная, а на период Первой Великой войны они так и вовсе были способны очень точно анализировать местность и выявлять скрытых, замаскированных, закопанных противников. Укрыться от их вездесущего взора было довольно трудно. Это и командир, и разведчик, и детектор, и транспорт в одном лице. Заметил на горизонте надзирателя – жди беды. К событиям Второй войны в целом набор мутаций не изменился. Ну, за исключением сенсорики. Оверлорды утратили возможность к детекции, и их в этом плане заменили оверсиры, которых у нас в русской локализации окрестили владыками. Ну, потому что слово «надзиратель» уже занято. А поменять их местами никто не согласился, мол, устоявшиеся понятия. Из-за этого, собственно, каламбур. Ну да ладно. Владыка стал эволюционным развитием надзирателя и перенял его функции по разведке. Соответственно, у надзирателей отняли такую мутацию, как развитые усики по улучшению сенсорики. Облегченный панцирь оставили, брюшные мешки тоже. Хотя вот с последними на определенных исторических этапах были свои качели. В Heart of the Swarm, то есть на период 2505 года, когда Керриган стремительно восстанавливала Рой, надзиратели в ее войске были лишены возможности перевозить зергов. Зато обрели другую уникальную способность. Метаболизм в их организмах был настолько ускорен, что развитие и созревание оверлордов из личинок занимало буквально секунды, позволяя почти мгновенно производить гигантов и никогда не упираться в лимит контроля. А утраченные надзиратели могли быть тотчас же выращены вновь, без какого-либо ущерба для армии. Плюс к этому интенсивные обменные процессы сказались и на псионных возможностях существ. Они стали способны оперировать гораздо большими скоплениями зергов, в среднем на 50% расширив свой контроль. И здесь на самом деле возникает вопрос, поскольку такие значительные изменения указывают на непосредственное вмешательство в гены, отвечающие за псионные возможности, что раньше, как мы знаем, было табу для зергов. Неужели Керриган в своем порыве праведной мести готова была заходить настолько далеко, чтобы плевать на все директивы и вековые принципы функционирования Роя, выстроенные еще сверхразумом? Хотя, скорее всего, так и есть. Зерги всегда ассимилировали только лучшее, но в Heart of the Swarm мы видим, что Рой поглощал абсолютно любую биомассу, а бы побыстрее, да побольше. Это, конечно, принесло свои плоды, но подразумеваю, что в случае с надзирателями такая мутация имела ряд побочных эффектов, поскольку надолго не закрепилась, и во всех последующих конфликтах мы больше таких, в кавычках, допинговых оверлордов не наблюдали. Еще одним примечательным фактом является то, что в игре данный апгрейд не развивается в эволюционном отсеке, или непосредственно в улье, а привязан именно к Керриган, является одной из ее персональных способностей. Указывает ли это на то, что подобный эффект стал возможен благодаря непосредственному псионному влиянию королевы клинков на оверлордов? То есть они так быстро развиваются и обладают повышенными псионными возможностями, потому что Керриган сама делится с ними своей псионикой. Возможно, такой вариант тоже никто не отрицает. Но в таком случае становится понятным, что постоянно Керриган на это тратить свои силы не будет. На горячей фазе войны, когда была необходимость быстро нарастить Рой, она это использовала, а в дальнейшем, когда стаи разрослись, она от этого отказалась. Свои мысли тоже излагайте в комментариях. Возможно, данный вопрос интересовал не только меня.
Период последней войны, разгоревшейся в 2506 году, тоже оставил свой отпечаток на надзирателях. Керриган, Загара, Абатур, Стуков – все они использовали оверлордов по их прямому назначению. Список мутаций оставался прежним, разве что в стае Стукова гиганты больше не перевозили наземные боевые единицы. А в некоторых сценариях мутация брюшных мешков стала привязанной не к конкретному улью зергов, а вообще к конкретной особи. Если надзирателю нужно сейчас адаптироваться для транспортировки войск, то он это делает. Другие же оверлорды улья могут эту способность не развивать. Произошло некоторое перераспределение ресурсов и производственных мощностей, но в целом концепция не поменялась. Что касается визуальных изменений строений надзирателей времен Первой и Второй войны, то в первую очередь следует обратить внимание на голову. Ее размер увеличился, что косвенно может указывать на увеличение объема мозга. Оптическая система гиганта тоже изменилась. Вместо двух крупных глаз появилась целая сеть более мелких, но при этом общая чувствительность сенсорики уменьшилась, не позволяя различать замаскированных противников, даже несмотря на выросшие в лобной доле усики. Раньше оверлорды обладали хоботком, сейчас же его заменила открытая пасть с множеством зубов. Вполне возможно, что это сказалось и на системе пищеварения, что еще больше отдалило их от травоядного прошлого Гаргантис Проксима. Жвала сохранились, но тоже претерпели структурные изменения. Расширились отсеки для хранения гелия, что позволяет делать более крупные запасы. Но именно эти места стали более уязвимыми для поражения, так как мембрана там утончилась, а костных пластин стало меньше. В то же время укрепился верхний гребень панциря и черепной кожух, что в теории указывает на большую сопротивляемость для лобовых атак. Ну и передние хватательные лапы тоже несколько преобразились, став заметно меньше более ранних экземпляров. На концах брюшных придатков выросло нечто вроде когтей, их функциональное назначение остается неизвестным. Теперь перейдем к вашему любимому разделу ролика, посвященному подвидам и эволюционным ответвлениям. И первое существо, о котором пойдет речь, это, конечно же, владыка, Оверсир. Он является главным эволюционным развитием надзирателя, который занял свою нишу и стал полноценным отдельным штаммом зергов, со своими задачами и функциями. Первое, что его отличает, это скорость. Владыки стали гораздо проворнее, и для нужд разведки они подходили лучше. Частично это объясняется более компактными размерами. Также владыка лишился возможности транспортировки войск, что дополнительно облегчило передвижение. Ну и раз такое дело, средствами детекции оснастили именно его. А у надзирателей, наоборот, ограничили сенсорику, видимо, для поддержания лучшего функционирования других функций, вроде той же транспортировки войск или выработки слизи. Не знаю, чем одно мешало другому, но зергам виднее. Что немаловажно, владыки способны использовать еще несколько хитростей для шпионажа. Во-первых, они могут войти в режим наблюдения. Они перестают передвигаться, а полностью сосредотачиваются на сканировании местности, благодаря чему общий радиус их взора существенно увеличивается. В этом процессе даже задействуется отдельный организм-симбионт. Во-вторых, владыка способен породить мимикрит, аморфное существо, состоящее из протоплазматической субстанции, очень чувствительное к внешним раздражителям и крайне гибкое в своей клеточной структуре. Его основное назначение – принять форму противника. Причем делает он это так точно, что у врага даже не возникает никаких подозрений. Частично это обусловлено псионным воздействием, которым мимикрит затуманивает разум. Но в основном это точное повторение внешнего вида той боевой единицы, которая попадет в зону видимости существа. Это идеальное оружие для шпионажа и даже диверсий. Хотя сам мимикрит безобиден с точки зрения вооружения, так как банально лишен его, та информация, которой он снабжает Рой, является бесценной. Владыка обладает еще рядом функций и особенностей, но более подробно их мы разберем в отдельном видео. Да-да, про владыку будет отдельный выпуск. Не знаю, что каждый ролик повторяю одно и то же, акцентируя на этом внимание. Но просто каждый раз нахожу в комментариях вопросы, а будет ли видео о разорителях, брудлордах, левиафанах. Поэтому и говорю, да, будет, всему свое время. Рассмотрим все боевые единицы. И те, что вышли, и те, что уже списаны, и может даже те, что не добрались до релиза. Прототипы.
Запаситесь терпением. Материала много, а я один. Делаю все последовательно и в меру сил. Так, ну вернемся к теме. Следующим на очереди будет подвид Повелитель Разума. Это представитель штамма времен Первой Великой войны. Его название исходит от выдающихся псионных возможностей. Данные оверлорды были способны контролировать в разы большее количество зергов, чем типичные надзиратели. Если подойти математически, то примерно в 4 раза. Также они были до 2 раз выносливее, а их панцирь почти в 5 раз прочнее. Сразу видно, что над выживаемостью данного подвида неплохо поработали. Он встречается в составе независимой стаи под названием Угнетатели Гилсона, контролируемый разумным стражем Гилсоном Злым. Каким-то образом данным зергам удалось избежать порабощения королевой клинков, и они даже смогли наладить контакты с другими скитальцами сектора Капрулу. В какой-то момент после событий войны стаи Доминион Тиранов столкнулся с угрозой пиратов Нового Тринидада, и эта стая даже рассматривалась в качестве наемника и смертоносного оружия для подавления пиратской активности. Еще одним представителем той эпохи был подвид надзирателей, известный как Игдрасиль. Да, название прям как у мирового древа из скандинавской мифологии. Как оно объединяло все 9 миров, так и эти надзиратели объединяют вокруг себя несметные полчища зергов. Видимо, из-за этого тираны и провели аналогию. Их ментальные способности, как и у повелителей разума, выходили далеко за рамки обычных оверлордов, а живучесть была просто фантастической. Целых 1000 единиц против 200, если брать по игромеху. Отчего эти создания можно назвать прям героической версией надзирателей. Они встречались в компании StarCraft Insurrection в составе стаи Карпентера, в частности во время финального противостояния между ним и силами сверхразума, а также во время сумеречной битвы на отдаленном аванпосту Доминиона во время противостояния сил генерала Дюка и 4 безымянных церебралов. Как и все представители оверлордов той эпохи, эти особи обладали мощными средствами детекции и распознания замаскированных целей. Порабощенные надзиратели. Это экземпляры, которые оказались под контролем программы Цербер. Хоть ученые оснастили зергов аугментациями и системами контроля сбоку операторов, все же контролировать каждого отдельного зерга в немаленькой стае весьма затруднительно. А потому для этих целей задействовали надзирателей. Базовые команды и приказы определенным скоплением зергов будут посылать они, а уже операторы в свою очередь будут контролировать надзирателей. В условиях особенностей климата Тирадора-9, а именно частых туманов и пылевых бурь, надзирателей Цербера оснастили светящимися энергетическими маяками, которые были призваны улучшить ориентирование на местности и повысить зону видимости. Стая Левиафан. Как и у прочих стай, у Левиафана есть свои надзиратели. И что примечательно, судя из описания, изначально они были вполне типичными, как во всем Рое. Но чем дальше, тем все сильнее они перенимали внешние признаки подконтрольных существ. Некоторые полагают, что все это из-за тесной ментальной связи именно в рамках стаи. Либо же не исключен вариант, что изначально особями этой стаи управляли самые обычные надзиратели, то есть не выращенные в рамках Левиафана. И лишь со временем генетика стаи перекочевала самим надзирателям, сделав их внешний вид подобным иным особям этой стаи. Говоря про существенные внешние изменения, нельзя не упомянуть о таких экземплярах, как мутанты. Да, странное название, особенно для зергов, где каждая особь по сути мутант, но тем не менее. Возможно, специфическое название еще не придумали. Да и их не то чтобы много, чтобы выделять в отдельный подвид. К тому же эти мутанты каждый раз демонстрируют какие-то разные черты, обусловленные теми условиями, к которым они адаптировались. У одних могут вырасти плавники, у других дополнительные щупальца, у третьих массивные шипы или даже бивни, как у ультралиска. Согласно описанию, все это обусловлено спонтанными адаптивными мутациями, направленными на повышение эффективности. Изначальные надзиратели. Ну, тут сказать сложно. Ведь первостепенная задача, для которой создавались оверлорды – контроль над отдельными подразделениями Роя. Они тесно вплетены в коллективный разум Роя и являются его естественными ретрансляторами. Изначальные зерги не имеют коллективного разума, такой контроль им не нужен.
Если проследить, то на Зерусе надзирателей мы собственно не найдем. Они появляются лишь после 2506 года, и я полагаю, что это просто эксперимент. Какие-то изначальные зерги поглотили слишком много эссенции Роя и попытались ассимилировать генетический код Гаргантис Проксима, который лежит в основе надзирателей. Касательно их псионных возможностей делать выводы сложно, особо они их никак не проявляют. А в отдельных изначальных стаях, скорее всего, таких надзирателей используют просто для разведки и в качестве транспортного средства. Механадзиратели. Они использовались Иганом Стэтманом для контроля своего меха-роя на Белшире. Несмотря на то, что ему в этом процессе помогал персональный робот-помощник Гэри, да и сам Иган обладал выдающимися псионными способностями в области технопатии, это был вопрос эффективности и оптимизации ресурсов. Зачем самому распыляться на каждую боевую единицу, если ими могут управлять оверлорды? В конце концов, даже королева клинков на них полагается. Чем Иган хуже? Если рассматривать чисто с функциональной стороны, то они в основном дублируют те же способности, что и оригинальные надзиратели. Контролируют рядовые единицы, обеспечивают при необходимости их транспортировку, имеют апгрейды на скорость передвижения и броню, ну и конечно же могут трансформироваться в меха-владыку с усовершенствованными средствами детекции. Ах да, поскольку Иган не использует крип, то и механадзиратели его не производят. Ну, как бы логично. Машины, механика, отсутствие органов. Этот крип банально нечем вырабатывать. Но энергосеть, распространяемая с помощью стейтников, прекрасно справляется со своими задачами, являясь технологической заменой крипу. Проект Имитатор. Проект Имитатор тоже не обошел стороной надзирателей. И не то что не обошел, а наоборот. Оверлорд был одним из первых прототипов, разработанных в рамках данной инициативы. Все это обуславливалось целью в точности повторить механизм функционирования Роя. Надзиратель – важнейшее звено в командной структуре, и именно через него лаборант должен был координировать деятельность остальных экспериментальных образцов. Безопасность проекта зависела от того, насколько хорошо будет откалиброван и настроен сам надзиратель. Но, как мы знаем по итогу, что-то пошло не так, и проект в целом ждала очень печальная участь. Подходим к финальной части, а это значит, что рассмотрим наиболее уникальные, неповторимые и в своем роде единичные примеры того, когда надзиратели были не просто одним из звеньев в механизме функционирования Роя, а можно сказать полноценными личностями, выделившимися как своим мышлением, так и непредсказуемыми действиями. Стомс. Это надзиратель, который фигурировал в невышедшей игре StarCraft Ghost. Он был захвачен фронтом освобождения Капрулу и использовался для управления бесчисленными зерговскими миньонами, находившимися в комплексе Фудзита на планете Виктор-5. Это был один из первых и основных исследовательских центров Конфедерации Тиранов по изучению природы зергов. Именно здесь в свое время, а именно в 2491 году, Арктур Менгск нашел Сару Керриган, над которой конфедераты проводили опыты, изучая ее способности по контролю зергов. События StarCraft Ghost происходили в 2503 году. Фронт освобождения Капрулу – это тиранская повстанческая организация, ведущая ожесточенную борьбу с режимом Доминиона. Она активизировалась спустя несколько лет после смерти второго сверхразума. В разгар активных действий ее представителям удалось захватить комплекс Фудзита и закрепиться там после успешной военной кампании на Марсаре, в ходе которой они взорвали один из заводов по переработке тирозина. Их целью было не дать Джексону Хоулеру возродить проект Лезвия Тьмы и создать свою армию фантомов. На тот момент Хоулер был в должности командира эскадры Нова, и соответственно его действия рассматривались как действия военного командования Доминиона. Для решения проблемы с повстанцами была отправлена Нова Терра, лучший псионик и призрак Доминиона. Она отследила их до комплекса Фудзита, но там столкнулась с сопротивлением в виде зергов, которых, судя по всему, контролировал порабощенный надзиратель. Нова справилась с угрозой, но лидеру повстанцев удалось уйти, а перед уходом он сообщил ей о намерениях Джексона Хоулера и что он совсем не тот, за кого себя выдает. Это посеяло семя сомнения в Нове и в дальнейшем сыграло свою роль.
В рассказе «Просто надзиратель» среди действующих лиц фигурируют два надзирателя, которые после распада Роя в 2504 году одичали. Но в отличие от других зергов, они не стали бездумными животными, руководствующимися лишь примитивными инстинктами, а смогли восстановить давно утраченные воспоминания. Воспоминания о том, кем они были до присоединения к Рою. В истории эти два надзирателя запомнились как Зеленоглазый и Лиловоглазый, исходя из расцветки их глаз. Каким образом они восстановили воспоминания, были ли это проявление генетической памяти предков или же их собственная память, в рассказе не уточняется. Но такая реверсивная ассимиляция, хотя бы даже на уровне ментального восприятия, является уникальным явлением, поскольку другие надзиратели не проявили таких выдающихся способностей и словно зомби блуждали по разрушенному Тарсонису. События рассказа происходили именно на этой планете. Зеленоглазые и Лиловоглазые в силу обстоятельств очень привязались к друг другу, так как более никто из их сородичей не мог разделить их мысли, эмоции и тоску по былым временам. В то же время на планете бесчинствовали мародеры, и Доминион периодически посылал отряды зачистки, чтобы и проконтролировать активность зергов в округе, и по возможности избавиться от авантюристов, ищущих наживу. И вот после прибытия такого отряда морпехов, один из бойцов по имени Кастон Гейдж засек вышеупомянутых надзирателей, летящих мимо разрушенных небоскребов Тарсониса. У него сразу в памяти всплыли флешбеки с Марсары, когда он, еще будучи подростком, впервые столкнулся с зергами. Тогда он потерял всю семью и сам лишь чудом выжил, попав на последний эвакуационный челнок, а руководили всеми этими полчищами монстров громадные раздутые надзиратели. Гейдж в порыве праведной мести из снайперской винтовки подстрелил Лиловоглазого. Его туша спланировала в развалины ближайшего здания. Выстрел оказался роковым, и существо погибло, вызвав неимоверную тоску, а за ней и гнев зеленоглазого собрата. Он понимал, что в одиночку не справится с обидчиком и его командой, а потому приложил все имеющиеся ментальные усилия, чтобы подчинить себе дикого рабочего, которого удалось отыскать. Тот мутировал в инкубатор, затем развил улей. Постепенно надзиратель вывел боевые как наземные, так и летающие породы зергов. Ему было невыносимо больно и сложно их контролировать. Его способности многократно уступали способностям церебралов или матерей стай. Но он не сдавался. Его собственноручно выведенной стае удалось совершить вендетту. Отряд морпехов был разбит. Обидчик был пойман, но Зеленоглазый не спешил его убивать. Он чувствовал отчаяние Кастона, его самотерзание из-за того, что он подставил всю команду, что все они мертвы. Мертвы лишь из-за его эгоистичного порыва мести. Теперь он остался совсем один, так же, как и Зеленоглазый. Гигант не стал его добивать, а молча развернулся и поднялся в облака. Гейдж в свою очередь взвел винтовку, но выстрела тоже не последовало. Зеленоглазый, возможно, хотел, чтобы Кастон его убил, чтобы, наконец, избавиться от тоски, но морпех отбросил винтовку с криком, полным отвращения. Они сами, сражаясь с чудовищами, превратились в чудовищ. И урок этой морали ему преподал именно надзиратель. Вот таким вышел выпуск. Сколько бы времени ни прошло, какие бы испытания не выпадали на судьбу Роя, как бы ни сменялось высшее руководство, но надзиратели продолжают почетно нести свою службу. Они то неизменное звено, на которое будет опираться любой лидер. И когда вы слышите очередной раз «Не хватает надзирателей», лучше не игнорируйте. От них напрямую зависит эффективность и размер вашей армии. До скорых встреч.